Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, уделим внимание 21 июня, друзья, день летнего солнцестояния. Один из самых мощных по своей энергетике и по своей магии дней. Поэтому обязательно проведите эту практику, чтобы в вашей жизни всегда были деньги. Какие слова нужно говорить и что обязательно нужно сделать в этот день, друзья, далее все более подробно в этом видео. Итак, друзья, 21 июня нас всех ожидает летнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет наибольшего склонения и наступит астрономическое лето. Летнее солнцестояние– это середина природного лета и самый длинный световой день в году, когда Солнце достигает максимально высокой позиции. На протяжении тысячелетий этот день имел достаточно огромное значение для наших древних предков, которые всегда жили в гармонии с Матерью Землей и подчинявшихся природным циклам. В моменты солнцестояния Солнце в своем видимом движении по эклиптике наиболее удаляется от небесного экватора и достигает наибольшего склонения – северного или южного. И в течение нескольких дней солнцестояния Солнце почти не меняет своего склонения. Его полуденные высоты в небе почти неизменны. Отсюда и происходит само название солнцестояния. Обращаем ваше внимание, что 20, 21, 22 и 23 июня – это самые короткие ночи в году. Эти ночи полны энергии и магии. Вы знаете, 21 июня считается этот день важной поворотной точкой. Явь и грезы перемешиваются, границы между мирами истончаются. И этот день сам по себе символизирует самую высокую точку, максимальный пик, подъем, взлет, как в природе, так и в человеческой жизни. Обращаю ваше внимание, что в это время снятся вещие сны. И это один из самых магических периодов времени. Поэтому обязательно загадывайте желания, корректируйте свое будущее путем непосредственного контакта со стихийными силами Земли. Праздник сам по себе нашими предками воплощал плодородие, изобилие, щедрость, полноту жизни и счастье. Жизнерадостность, жизнелюбие, веселье царят в эту самую короткую из земных ночей. С мистической точки зрения этот праздник объединяет в себе сразу все 4 стихии. Это огонь, вода, земля и воздух. Поэтому духи этих стихий радуются и веселятся вместе с людьми. В древности люди праздновали эту ночь, чтобы через определенные ритуалы, практики, обряды, поклонения стихиям обрести их силу и энергию. Например, считалось, что Земля дает прочную основу в жизни, уверенность в себе и плодовитость. Однако основная суть данного праздника заключается в том, чтобы люди научились радоваться жизни, любить ее, наслаждаться ею. Это помогает раскрыться сердцу и почувствовать счастье. На этот праздник принято отправляться на природу и поближе к воде. До самого рассвета полыхали костры. Был слышен смех и звенели веселые песни, а ритуальные купания, венки из цветов, танцы вокруг костра – все это элементы, без которых немыслим был праздник у наших предков. А для тех, кто работает над саморазвитием, эти дни очень важны, потому что в день летнего солнцестояния усиливается солнечная энергия и резко возрастает потенциал для магии, для проведения ритуалов, практик и медитаций. Поэтому утром 21 июня зажгите свечку, поприветствуйте этим восходящее солнышко. Если есть возможность и вы не на работе в этот день, то весь день постарайтесь провести на природе. В уединенном месте вы лучше почувствуете энергетику нашего светила и насытите ею свою ауру.
Во время захода солнца в западной стороне вашего дома снова поставьте свечку, и таким образом вы проститесь со светилом. Если вы любите травы и собираете их, то обязательно начните собирать травы, потому что они используются для солнечной магии, магии огня и для исцеления. И мощной целительной силой в этот период обладают собранные следующие солнечные травы. Это полынь, это лопух, это зверобой, это укроп, петрушка, зеленый лук, именно зеленый лук, тимьян, жимолость, крапива и лобазник. А некоторые, как, например, крапива, лопух и укроп, используют для дома, для защиты от зла. Обращаем ваше внимание, что летняя ночь перед днем летнего солнцестояния – это все-таки волшебное время. Чтобы встретить солнцестояние, в канун этого дня ночью проводятся определенные ритуалы. Это время, когда завеса между нашими параллельными мирами становится достаточно тонкой, позволяя магии, духам, феям пронизывать наш мир. В древние времена празднование дня летнего состояния всегда включали ритуальные костры. Стихия огня символизирует жизненную силу и саму жизнь. А смерть – это холод, а огонь – это тепло и жизнь. И традиция прыгать через огонь костра сохранилась с древних времен и до наших дней. Во многих традициях в этот день отмечается объединение стихий воды и огня, и вода в этот день также обладает мощной магической силой. День сам летнего солнцестояния – это прекрасное время для того, чтобы провести ритуал на защиту вашего дома. Защитные чары, сделанные в этот день, будут особенно сильными. Ритуал на защиту дома также хорошо провести и в день осеннего равноденствия. Для этого ритуала на защиту вашего дома или квартиры вам понадобится кусочек дерева рябины, красная ткань и красные нити. Вы можете использовать камни, которые имеют защитные свойства, например, агат, бирюзу и защитные травы по вашему выбору. Например, это может быть зверобой, жимолость или анис. Поместите все это вместе в красную ткань, заверните ее и завяжите красной нитью, сказав обязательно 7 раз следующие слова. Как рябина связана красным, так и защита окружает мой дом. Каждый раз, когда вы будете говорить эти слова, добавляйте один узел на красной нити. Далее поместите ваш защитный амулет в любое безопасное место дома или, как вариант, около дома. Такой же ритуал можно сделать и для защиты вашего автомобиля. В этом случае защитный амулет нужно обязательно поместить в автомобиль. Конечно же, особую силу в этот день имеют определенные магические слова. Поэтому, если вы любите чаи, заваривая травяной чай, вы можете придать ему особую энергетику с помощью таких слов. Солнечный бог на эти травы свой свет пролил, воду своей энергией зарядил. Пусть и мне передастся вся эта энергия, чтобы прилив сил через травушки ко мне пришел, чтобы вымыл из моей головы дурные мысли, а из моего тела все болезни, счастье моему телу и духу принес. Чтобы было так, как я говорю, а не как иначе, чтобы и не было. После этого выпейте такой чай, но, пожалуйста, сделайте это с большим удовольствием. Представляете, как благо он вам приносит. Ну и, конечно же, как мы в начале видео сказали о том, что вы в этот день, 21 июня, в достаточно сильный по своей энергетике день, можете провести ритуал для того, чтобы на протяжении всего года с вами всегда были деньги. Обращаем ваше внимание, что именно этот ритуал необходимо провести 21 июня в день летнего солнцестояния. И вы знаете, вы можете его провести в любое удобное для вас время. Но главное успеть его сделать 21 июня до наступления темноты. Поэтому, чтобы провести этот простой ритуал, вам нужно
взять любую свечу, которая у вас есть в доме. Нет свечи, 21 июня, у нас сейчас день достаточно продолжительный, успейте купить. Зажгите свечу дома в спокойной обстановке и всматривайтесь в пламя примерно 1 минуту. После этого закройте глаза и представьте образ солнца, так как оно такое вот большое, прекрасное, теплое, золотое. В этот момент представляете, как к вам приходит изобилие, богатство, как вы получаете деньги, как вам приходят деньги на карточку. Вы должны постараться представить в себе вот это все в деталях, насколько это возможно. Вы можете сначала потренироваться, то есть, например, себе прописать, как вы это видите, и после этого начать уже проводить сам ритуал. Далее посидите несколько минут с закрытыми глазами. Затем откройте глаза и прочитайте 3 раза определенные слова. Друзья, эти слова мы оставим в описании к этому видео, потому что вот эти слова должен каждый сам про себя произнести, они достаточно сильные, и мы не хотим никому нарушать энергетику вот именно этого изобилия и богатства. После прочтения этих слов, друзья, 3 раза, обращаем ваше внимание, затушите свечу и храните ее в доме подальше от посторонних глаз. И вот именно эта свеча будет приманивать к вам богатство. На следующий год, ровно через год, уже 21 июня следующего года, эту свечу нужно будет полностью сжечь в день солнцестояния и заново провести этот ритуал. Друзья, прекрасный день 21 июня и по энергетике, и по своей силе, поэтому, пожалуйста, не поленитесь и проведите эту сильную практику, которая действительно может изменить вашу жизнь и вашу жизнь даже кардинально. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной информации. Всех вам благ, друзья! Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. Заходите на наш канал, у нас на канале очень много полезной для вас информации.